Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня в этом видео я вас приветствую из города Буэнос-Айреса. Я нахожусь в, скажем так, центральном районе, в одном из центральных районов города. И в этом видео я бы хотел с вами поговорить о разных магазинах, а вернее о концепции большие магазины, маленькие магазины. Да? Почему мне в голову пришла идея поговорить о таких магазинах, о больших магазинах и о маленьких магазинах? Да потому что я как житель России, как житель большого города, я жил в Санкт-Петербурге, я привык к тому, что ты покупаешь какие-либо вещи в больших магазинах, супермаркетах, гипермаркетах или каких-то специализированных магазинах, например, Детский мир. Детский мир – это сеть гипермаркетов для детей. Или, например, DNS – это гипермаркет для техники. Или CityLink – это гипермаркет для техники, для любой техники. И у нас с Юлей, с моей женой, если нам нужно что-то купить, первая мысль, которая к нам приходит в голову, это нужно поехать в какой-то большой гипермаркет. Так, я вышел на большую улицу, но я не пойду сейчас на большую улицу, там может быть шумно. Но хотя, давайте попробуем. Может быть, здесь и не будет шумно. Надеюсь, что здесь не будет шумно. Поэтому здесь, в Аргентине, все по-другому. Да, вот, например, книжный магазин, маленький книжный магазин. О, кстати, многие иностранцы меня спрашивали: Макс, почему в России так много магазинов цветов, которые работают 24 часа? И я в этот момент начал думать, а действительно, почему у нас сотни магазинов везде с цветами, и эти магазины работают 24 часа. Я никогда не обращал внимания на это, пока мне не начали об этом говорить и писать подписчики. Я, честно скажу, не знаю. Наверное, потому что, в принципе, в России, в больших городах все работает 24 часа, и даже здесь, в Буэнос-Айресе, многие магазины и рестораны закрываются на сиесту. Да? У нас в культуре такого нет, и ты можешь, не знаю, в больших городах получить доступ почти к любой услуге и купить почти любой товар, 24 часа. Я утрирую, конечно, но, как правило, по крайней мере, в течение всего дня ты точно сможешь все купить. И многие магазины работают 24 часа. Почему цветочные магазины? Наверное, я предполагаю, может быть, потому что в России принято дарить цветы на свиданиях или встречать кого-то на вокзале, в аэропорту с цветами. Например, если девушка приезжает, то принято встречать ее на вокзале с цветами. Или если ты сделал что-то плохое, тебе нужно извиниться, ты покупаешь цветы. То есть цветы — это в целом... И если ты хочешь поздравить с праздником кого-то, маму, бабушку, жену и так далее, то ты покупаешь цветы. То есть цветы — это такой важный элемент, который присутствует в жизни. Вот, зацените. Таких ребят я в первый раз увидел в Аргентине. Это выгульщики собак. Люди, которые выгуливают собак. У них там по 10 собак, и они идут с этими собаками. Это очень прикольно. Вот, классно. Правда, есть обратная сторона этого процесса.
не знаю, этой профессии, да, что человек не успевает убирать какашки за животными. И поэтому, когда ты идешь по Буэнос-Айресу, то здесь огромное количество собачьих какашек на улице. Вот, ну окей. Вот, поэтому я думаю, что цветы открыты 24 часа. Но, друзья, я хотел поговорить сегодня о маленьких магазинах и больших магазинах. Давайте пройдемся по улицам сейчас города и посмотрим, какие магазины здесь есть, что в них можно купить. И я попытаюсь, немножко сравнить или провести аналогию с тем, как это работает, например, в России. Вот первый магазин, что мы видим, да, это магазин, где продается мясо. Это мясной магазин, да, магазин, где продается мясо. Ну, где мы покупаем мясо в России? Обычно либо в супер- или гипермаркетах, либо на рынке. В принципе, у нас тоже есть магазины, которые посвящены мясу и мясным продуктам. Поэтому в целом эта идея мне понятна. И я иногда покупал мясо в маленьких магазинах. Следующее, пекарня. Здесь продаются разные пирожки, пирожные, все что угодно. Короче, выпечка. Выпечка – это все, что можно выпекать или печь. Печь, выпекать – одно и то же. Да? Выпечка – то, что выпекается, то, что печеное. Соответственно, в принципе, не очень отличается это от России. В России огромное количество пекарен. Огромное количество пекарен, поэтому здесь это работает абсолютно так же. Давайте посмотрим, что еще. Ага, вот здесь есть такой небольшой мини-маркет, я бы его назвал. Мини-маркет. Они здесь называются Супермеркадо Чино, потому что, не знаю, потому что по какой-то причине именно китайцы открывают множество магазинов в Буэнос-Айресе, в Аргентине, да на самом деле и не только. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь еще нет светофоров, очень часто нет светофоров для пешеходов. И ты не понимаешь, когда тебе переходить улицу, да? Вот смотрите, здесь есть светофор, а вот здесь светофора нету. И когда ты идешь, тебе нужно смотреть на светофор для автомобилей, который находится вот там, да? Но это неудобно, потому что ты идешь и ты не видишь светофор. Поэтому люди здесь, мне кажется, в принципе, игнорируют часто светофоры, потому что, потому что часто их просто нету. Так вот, я говорил о китайских супермаркетах. Я не знаю почему, но именно китайцы держат здесь большинство небольших таких мини-маркетов. Я не знаю почему. Здесь есть небольшие супермаркеты типа 7-Eleven, они называются по-другому. Типа 7-Eleven или типа российской пятерочки или типа российского Dixie и так далее. Но здесь почему-то китайцы занимаются этим бизнесом. Не знаю. Если вы знаете ответ, то, кстати, не только в Китае. Я помню, что в Сербии, например, тоже многие такие похожие магазины держали китайцы. Держать означает владеть, да? То есть владелец. Владеть, держать. Просто обычно мы говорим держать. Китайцы держат здесь бизнес, да, например, какой-то. Соответственно, не знаю, почему так происходит, но это очень интересно. Видимо, у китайцев есть какая-то предприимчивость. Они очень предприимчивые люди. Вот опять я не понимаю, как мне переходить дорогу, потому что здесь нет светофора. Приходится смотреть на машины и на другие светофоры. Но это мелочи. Вот, значит, много
много китайских супермаркетов. Другой пример — это киоски. Здесь в киосках продается, ну, просто разная мелочь: вода, чипсы, шоколад, лимонад, пиво и так далее. То есть такие вот вещи. Чего я никогда не видел в России? Это, прачечная. Они, конечно, есть, они существуют, но обычно прачечными пользуются люди, которые приехали и живут в отеле, и у них нет стиральной машины в отеле, или люди, которым нужно постирать какую-то специфическую одежду, например, костюм. Да, костюм такой вот для бизнесмена. Да, можно отнести его в прачечную, потому что его нельзя просто стирать в стиральной машинке. Но здесь люди просто ходят стирать вещи вот так вот стирать вещи в такие прачечные. Ну и это, для меня это непривычно, конечно. Непривычно также, что у тебя дома нет стиральной машины. Стиральная машина либо вот так на улице в прачечной, либо она где-то там 2 стиральные машины на весь дом. Например, у нас в нашем доме, где мы живем, 2 стиральные машины, одна не работает. Нам сказали, что завтра ее починят. То есть, типа, маньяна, все будет хорошо. Так вот, прошло 5 месяцев, друзья, эта машина так и не работает. И поэтому одна стиральная машина на 10-этажный дом. Не знаю. Мне, конечно, тяжело жить с такой концепцией, принимая в расчет то, что у нас есть маленький ребенок, нужно часто стирать вещи, и это не только неудобно, как мне кажется, но мне кажется, что это еще и не гигиенично. То есть люди стирают свои там вещи, а ты потом там стираешь свои вещи. И никто не моет эту стиральную машину. То есть, мне кажется, конечно, это странным. Не знаю, тут это вкусовщина, может быть. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но это не суть важно. Так, что же у нас здесь? Здесь у нас много маленьких красивых ресторанчиков и огромный католический собор. Да, посмотрите, какой красавец. Просто красота. Очень красивое место. Находится недалеко от моего дома, поэтому я часто сюда хожу и часто здесь просто гуляю и отдыхаю. Что еще вокруг у нас есть интересного? Здесь у нас детская площадка, где дети играют. Вообще, я хотел сказать, что на самом деле не везде в России работает эта концепция «поехал в одно место и купил все». Да? Например, мы жили в городе Новороссийск, который находится на юге России. И там совершенно другая ситуация. За мясными продуктами мы ходили в один магазин, за овощами мы ходили в другой магазин. Был специальный магазин, куда мы ходили за сыром. То есть, в принципе, уже в тот момент эта концепция покупать продукты в разных магазинах, она появилась. Это прикольно. Но здесь прям вот все, что тебе нужно купить, оно все будет в самых-самых разных магазинах. Я не хочу говорить, хорошо это или плохо с точки зрения экономики. Конечно, есть плюсы, наверное, и в одном... в одной концепции и в другой, безусловно. Но тут, опять же, вкусовщина, дело вкуса, наверное, кому что привычнее, да, даже не дело вкуса, а дело привычки, кому что привычней. Кому привычно покупать вещи в одном месте, например, приехать в какой-то огромный шопинг-центр, да, шопинг-молл или торговый комплекс, и там все купить, там будет и еда, и одежда, и продукты, все. Кому-то удобнее покупать все в маленьких магазинах, наверное, тем самым поддерживая
какие-то маленькие магазины. В общем, друзья, так, на этом я с вами прощаюсь. Напишите в вашей стране и в вашем городе, где обычно вы покупаете продукты, одежду и другие вещи. В каких-то больших торговых комплексах или в маленьких магазинах. Мне будет очень интересно об этом узнать. Всего доброго!